Последние недели в интернете снова разворачивается дискуссия о свободе слова. Дискутируют на Западе, но, как обычно, долетает и до нас. Тем более, что тема обсуждения вечная. На этот раз поводом стало убийство американского активиста Чарли Кирка, после которого администрация Дональда Трампа решила надавить на критиков погибшего и столкнулась с ожидаемым противодействием. Сегодня поговорим не столько об этой конкретной ситуации, сколько о свободе слова в целом, о двух разных к ней подходах – абсолютной свободе и свободе с установленными государством границами. То есть о положении дел в Америке и в Европе, соответственно. Даже сферически идеализированные варианты этих подходов вызывают споры, а уж на практике регулярно случаются скандалы и эксцессы, долгие суды, публичные обсуждения. И понять, какой из подходов лучше, довольно сложно. Так что поговорим сегодня обо всем этом, в качестве такого общего рассуждения, а в конце немного примерим это и на нас. Только перед тем, как начнем, в описании у нас, как обычно, способы обхода блокировок в России. Мы собрали инструкцию, регулярно ее обновляем. Спонсирует это дело Shiva VPN. У сервиса круглосуточная поддержка и 3 бесплатных дня на тестирование. Попробуйте по ссылке в описании. А мы начинаем. Американская модель свободы слова вполне близка к некоему либертарианскому идеалу. Можно делать, то есть говорить, примерно все, что хочешь. Тебя в этом деле защищает первая поправка к американской конституции, где черным по белому написано, что Конгресс гарантирует свободу религии, прессы, собраний и вообще слова в целом. Речь именно о защите людей и частных компаний от государства, а не друг от друга. Сами люди друг друга могут ругать сколько хотят, и осуждать, и презирать, и обзывать земляным червяком. Но государство тебе не может указывать, что и как говорить, и наказывать тебя за слова тоже не имеет права. Первая поправка раз за разом проходила через обсуждение в судах, буквально веками это происходило. Результат следующий. В подавляющем большинстве случаев суды встают на сторону людей и их право высказываться, а не на сторону государства и его интересов. Но, естественно, даже у такой широкой свободы есть ограничения, потому что ни один идеал не выдерживает теста реальностью. Например, государство может ограничивать людей по принципу времени, места и способа. Например, полиция может передвинуть протестующих у клиники абортов, если демонстранты мешают сотрудникам попасть в здание. Но такие ограничения не могут касаться непосредственно темы протеста. То есть неважно, плакат у тебя против абортов или за, или вообще в поддержку полетов на Венеру. Главное, проходу в клинику не мешать. А еще нельзя открыто призывать к совершению преступления, но только прямо сейчас. Призывать нарушить закон когда-то в будущем вполне можно. Также государство может регулировать, что говорят по телевидению и радио, просто потому что владеет эфирными частотами, по которым все это передается. На практике же работает это только в одном аспекте – в запрете обсценной лексики. За этим дядя Сэм следит очень строго. За любую F-бомбу, то есть слово «фак», каналам прилетает штраф в солидную копеечку. При этом газеты и журналы могут печатать все, что захотят, ведь печатные станки их собственные, и никто им не указ. А для интернета еще в 90-е вообще приняли отдельный закон, который защищает сайты, форумы и соцсети. Они не несут ответственности за то, что на них пишут пользователи. Многие вещи, которые в других странах прям наказуемы, в Штатах разрешены. Возьмем, например, классический вопрос, можно ли кричать «пожар» в забитом театре, ведь люди могут погибнуть в давке. Так вот, в Америке можно, просто если кто-то погибнет, то виноват будешь ты. Разрешена любая символика и любые флаги, равно как разрешено любые флаги жечь, в том числе и американский, о чем было немало судебных тяжб. Можно кидать зигу, целовать бюст Сталина, ругать Трампа или Байдена, или всех разом. Свобода. При этом в Америке все-таки некоторые ограничения устанавливают. Там есть понятие преступлений на почве ненависти, по-английски hate crime. Идея таких преступлений не какое-то нововведение от леваков из 2010-х, а очень давняя история. Как мы знаем, Соединенные Штаты прошли через эпоху рабства, а затем закрепленного в головах и законах расизма. Поэтому вводить наказание за преступление ненависти ощущалось необходимым, чем и занялись во второй половине 20 века, как на федеральном уровне, так и в большинстве штатов. Но свобода слова, в том числе и всякого ужасного, все равно защищена. Расизм, сексизм и другая дискриминация могут быть отягчающим фактором, но никак не самодостаточным преступлением. Условно, если ты изобьешь латиноса за то, что он латинос, то тебе к твоему тюремному сроку за избиение накинут еще.
Но если просто оскорбишь его расистскими словами и предложишь в ускоренном режиме покинуть страну, то тебе ничего за это не будет, потому что преступления-то нет. В общем, мудаком быть разрешается. Свобода слова определяется так, что ты защищен от государства и его инструментов насилия, ареста и тюрьмы. Другие люди тебя слушать не должны и критиковать могут свободно. А главное, они могут на тебя подать в гражданский суд за дефамацию, то есть клевету. Опять же, в тюрьму за нее никто не отправит, но вполне могут установить денежный ущерб и заставить его выплачивать. При этом, если ты говоришь правду, то какой бы она ни была оскорбительной, какие бы ни принесла убытки, суд тебя оправдает. Главное доказать, что ты не врал. За последние годы было 2 громких кейса, когда за слова пришлось отвечать кошельком. Расскажу о них и вообще дальше об этом всем поговорим после небольшой рекламы. Что делать, если ваша компания за рубежом, а лучшие специалисты остались в постсоветских странах? Сегодня многие столкнулись с такой проблемой. Невозможно быстро и удобно заключить договор, провести оплату, получить закрывающие документы. Приходится искать обходные пути, использовать криптовалюту, просить друзей перевести деньги. Все это дорого, неудобно и иногда рискованно. Эти проблемы решает Mellow – надежный сервис, который упрощает работу с фрилансерами по всему миру. С помощью Mellow можно без всяких сложностей отправлять платежи исполнителям в разные страны, оформлять налоговые документы. Вы сэкономите время, и вашим фрилансерам тоже будет меньше мороки с получением денег. Если вкратце, работает это так. Вы и ваш фрилансер заключаете договор с одной из компаний сервиса, зарегистрированной на Кипре, в Нидерландах, США или в Гонконге. Вы оплачиваете счет от этой международной компании, а Mellow зачисляет деньги на счет фрилансера в сервисе. После чего фрилансер сможет вывести средства на свои карты и счет ИП, электронные или криптокошельки. По каждой сделке Mellow автоматически создаст акты выполненных работ и счета для обеих сторон. Сервис принимает оплату более чем из 100 стран. У Mellow прозрачная комиссия 5% без скрытых платежей и дополнительных комиссий за вывод. Кроме того, налоговая поддержка бесплатно предоставит документы для Nomad-виз, проконсультирует по налогам и поможет проходить валютный контроль. Специалисты из Mellow проведут бесплатную консультацию, на которой разберут ваш кейс и расскажут, как платить фрилансерам в разных странах в вашем случае. Переходите по ссылке в описании и записывайтесь на консультацию. Спасибо, что смотрите рекламу, а мы продолжаем. За последние годы было 2 громких кейса, когда за слова пришлось отвечать кошельком. Первый – это случай Алекса Джонса, популярного радиоведущего и короля американских конспирологов. Он известен не только разгоном совсем уж классических теорий заговора, вроде жидомасонов и фейковой высадки на Луну, но и собственными новшествами в конспирологической сфере. You think I am like shocked by it, so I'm up here bashing it because I don't like gay people? I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin' frogs gay. Do you understand that? Serious crap. I'm sick of being social engineered. It's not funny. Лягушки — это ладно, им не страшно, но Джонс умудрился наврать про стрельбу в школе Сэнди Хук в Коннектикуте в 2012 году. Там погибли 26 человек, включая 20 маленьких детей. Но Джонс так не считает. Он многократно утверждал, что все подстроено, что никаких выстрелов и смертей не было, а родители и родственники — это актеры, и вся эта инсценировка нужна для запрета оружия. Сторонники Джонса этому верили и доставали семьи погибших детей звонками и сталкерингом. Джонс в итоге дозвезделся до судебного решения об ущербе $1,5 миллиарда, из-за чего ему пришлось закрыть свою медиакомпанию и объявить банкротство. Переговоры о сокращении суммы ущерба продолжаются. Ну а второй кейс – журналистом Такером Карлсоном, который после американских президентских выборов 2020 года усиленно продвигал рассказы о том, что машины для голосования были подкручены в пользу Джо Байдена. В итоге производитель этих машин, компания Dominion, подала на телеканал Карлсона в суд, на канал Fox News, и в итоге получила от Fox $800 миллионов. Карлсона же уволили с канала, такую сумму просто из премии не вычесть. В общем, частные иски — это да, но американское государство за слова тебя трогать не будет. Можно заявлять что угодно, можно толкать любую идеологию, даже если кому-то она страшно не нравится. И в том числе из-за этой свободы от государства действовать решило, скажем так, само гражданское общество.
Под контролем гражданского общества мы тут подразумеваем культуру отмены. Именно в Соединенных Штатах, где все можно, эта культура появилась и развилась особенно сильно, потому что обществу потребовался какой-то собственный механизм регулирования слов. Последний пример культуры отмены связан как раз с убийством Чарли Кирка, которое я упоминал в начале. Телеведущий Джимми Киммел нелестно отозвался о консерваторах, скорбевших о Кирке, после чего телеканал ABC снял его программу с эфира. Киммел, кстати, не то, что прям вот что оскорбил кого-то или сказал что-то оскорбительное, но того, что он сказал, хватило. А что особенно напрягает, за этим решением было еще и давление со стороны государства. Назначенный Трампом глава FCC, местного Роскомнадзора, сказал, что с Киммелом, мол, можно поступить либо по-хорошему, либо по-плохому, что звучит ни много ни мало как угроза. Ситуация эта сама по себе довольно необычная, просто по той причине, что канцелингом в США теперь занимаются консерваторы. Вплоть до победы Дональда Трампа на выборах в прошлом году это в основном было прерогативой демократов, которые доминировали в культурном пространстве. Людей отменяли за глупые шутки, за недостаточную вовлеченность в дело социального равенства, за дружбу с недостойными людьми. Одного сенатора, Элла Франкена, на секундочку, кстати, демократа, причем на тот момент довольно известного, погнали из Конгресса за неудачные фотографии. Пика это все достигло во время пандемии. Интернет и телевидение тогда завалило всякой конспирологии про фейковый вирус и фейковые вакцины. И сам Трамп ее подогревал. И вот, в яром порыве оградить людей от дезинформации, соцсети перебанили всех подряд, а в научном сообществе закидали камнями тех, кто искренне и без конспирологии пытался разобраться, откуда, собственно, вирус взялся. Отдельно запомнилась дискуссия вокруг дистанционного обучения, когда на тех, кто предлагал открыть школы, орали благим матом. А теперь постепенно выясняется, что после 2 лет дистанта результаты по учебе у детей сильно ухудшились. Ну а сегодня, в 2025-м, все перевернулось с ног на голову. Теперь уже консерваторы призывают перебанить все шоу, позакрывать газеты и поувольнять всех, кто оскорбляет республиканские чувства. Почему так происходит, в общем-то, понятно. Все эти годы гнобили как раз-таки консерваторов, а теперь маятник качнулся в другую сторону. А устоявшиеся нормы общения и отстаивания своих интересов в обществе уже установлены, только теперь используются другой стороной. Так часто бывает. Можно сказать, что на практике сами люди выбирают молчать, потому что боятся последствий, типа увольнения с работы или потери друзей. Это сильное наказание за слова, и неважно, чьими силами оно осуществляется. Ведь с какой бы стороны ни шло общественное давление, страдает в итоге свобода слова. И все же стоит отметить, что кейсы, которые мы сегодня обсудили, и близко не являются государственной цензурой. Того же телеведущего Джимми Киммела несколько дней назад спокойно вернули в эфир, а YouTube восстановил аккаунты людей, забаненных за дезинформацию по ковиду во время Байдена. С другой стороны Атлантики, в Европе ситуация со свободой слова посложнее. Нет, там тоже, конечно, гражданское общество усердно работает над поиском словесных преступлений, тем более, что интернет на всех один. Но градус отмен и дискуссий об отменах там гораздо ниже. И одна из причин в том, что в Европе государства сами гораздо активнее всех регулируют это дело. Конечно, во всех странах Европы свобода слова тоже гарантирована. Но европейские государства считают своей миссией регулировать высказывания граждан, естественно, ради общего блага, и часто ставят его выше свободы слова. Я сейчас не говорю об авторитарных странах вроде России, Белоруссии или даже, например, Венгрии, где общее благо – это когда властям спокойно, и никто не ругает начальника. Нет, государство регулирует слова именно в демократических странах, да и Европейский Союз не отстает. Какие-то ограничения свободы слова в Европе объясняются историей континента. Спорить с ними можно, но, по крайней мере, ясно, откуда они взялись. В первую очередь, это, конечно, запрет отрицания Холокоста. Во-первых, Вторая мировая оставила огромный отпечаток на истории Европы. Во-вторых, антисемитизм вполне себе есть и в последние годы. Почти во всей континентальной Европе отрицать Холокост нельзя. За это дают штрафы и иногда даже тюремные сроки. Еще одно связанное с нацистами ограничение – тотальный запрет нацистской символики. В Германии, например, свастику можно показывать только в образовательных целях или в искусстве. Если же вывесить свастику в целях фашистования, тебя упекут. В некоторых странах Восточной Европы, например, в Польше, по аналогичной логике запрещена символика коммунизма. Но на этом список правил не заканчивается.
В Германии любой человек может обратиться в полицию из-за слов. Знаете этот прикол про «ваш твит нарушает законы Германии»? Так вот, это даже не прикол. Некоторые образцовые бюргеры реально так думают, и полиция им помогает. Отдельно отличаются в этом вопросе политики. Весной немецкий суд выдал условный срок в 7 месяцев и штраф ультраправому журналисту, который запостил в Твиттер фотошоп с министром внутренних дел Нэнси Фейзер. Он написал на плакате, который она держит, фразу «Я ненавижу свободу слова». Полиция это увидела, сообщила министру, та пожаловалась в суд, а суд согласился. Так нельзя, это ж неправда. В Британии ситуация схожая. Там в региональных полицейских службах сидят целые отряды сотрудников, которые изучают, что там граждане пишут в Фейсбуке и ищут экстремизм. Прям центр Одну женщину приговорили к 2,5 годам тюрьмы за агрессивный пост о мигрантах. Возможно, объяснение в том, что такие дела просто легче вести. Ведь искать преступления по текстам в интернете гораздо проще, чем разбираться с какими-то преступлениями в реальном мире. В отличие от Америки, в Европе интернет-сайты и их владельцы ответственны за всякую крамолу, которую напишут там комментаторы. Поэтому, например, в Твиттере посты бывают заблокированы за нарушение правил сайта. И не для всех, а только для стран Европы по требованию локальной полиции. А сейчас европейские страны хотят пойти еще дальше. Предлагают заставить мессенджеры сканировать все сообщения своих пользователей, в том числе и зашифрованные, и показывать властям, чтобы они могли их анализировать. Пока что эту идею поддержали еще не все государства, но большинство уже поддержало. Что с этим решением, если оно будет принято, станут делать владельцы WhatsApp, iMessage, Telegram и других приложений, не ясно. Проблема с этим всем понятная. Инструменты, которые ограничивают свободу слова в благих целях, можно использовать и в целях неблагих. И Европа не защищена от прихода авторитарных лидеров. В той же Венгрии Виктор Орбан уже десятилетия правит своей иллиберальной демократией с подавлением прессы, а в Сербии Александр Вучич. Да и демократии могут злоупотреблять таким. Чтобы ответить на вопрос, какая модель свободы слова более хорошая, надо сначала признать, что сам этот вопрос неоднозначный. Конечно, давно существующие европейские ограничения на расизм и нацизм совершенно объяснимы и вроде как полезны. Однако последние десятилетия правительства там строят системы цензуры, которые дают осечки отнюдь нередко и которые могут стать, да и уже становятся опасными. Совсем не идеальная американская система. Во-первых, в условиях свободы слова общество не борется с ростом расизма и ксенофобии, а фокусируется на мелких разборках. Во-вторых, интернет-корпорации, имеющие огромную власть над общественным мнением, подстраиваются под политический климат, вертя запретами на 180 градусов. Идеальной системы в этом вопросе не выработал пока никто. Естественно, проблемы с самовыражением на Западе никак не сравнятся с тем, как обстоят дела у нас, или в Китае. Но ограничения на свободу слова в нашей стране тоже начались с относительно безобидных вещей, которые за годы доросли до полного контроля над медиасредой и сроков за репост. В российской интернет-среде на эту тему ломается много копий, причем в основном обсуждаются именно западные практики. Потому что наши-то что обсуждать? С нашими все понятно. У нас все высказывания, попадающие в эфир, просто контролируются из одной комнаты в администрации, а которые не контролируются, те всячески гнобят на государственном уровне, от признания иноагентом до просто тюремного срока. Причем многие законы такого рода у нас выросли из подобных законов на Западе, только в процессе гипертрофировались и были изменены под необходимые задачи. Я сегодня решил сделать такой в целом нейтральный ролик, обозревающий ситуацию, и в конце его хочу сказать вот что. Возможность критически высказываться о действиях государства, отдельных лидеров и вообще влиятельных людей – ключевая вещь для нормального функционирования общества. Когда есть критический взгляд, то проще избежать ошибок. О них хотя бы есть кому сказать. До изменения законов в России, ограничивающих свободу слова, нам с вами еще далеко. Но пока мы можем хотя бы постараться как-то спокойнее относиться к людям, рассказывающим мнение, с которым мы не согласны. Отказаться от желания как-то им за неверное высказывание навредить и спокойнее вообще воспринимать критику и другое мнение. И тогда качающийся туда-сюда маятник не будет приводить к отмене то тех, то других и к созданию всяких безумных законов на этот счет. Говорю вам это как человек, которого за 14 лет общественной деятельности кто только отменить не пытался и что только для этого не придумывал. До завтра.